Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Фице пригрозил Зеленскому оставить Украину без света, если остановится транзит газа. В это время Польша заявила, что покроет потери Украины в электроэнергетике, несмотря на грядущий энергодефицит. Борис Леонидович, а в каком кольце друзей оказалась Украина, и кто все-таки больше помогает, и почему в энергетике Украины? Ну, для того, чтобы понять, что это за кольцо, это действительно было время, когда это было кольцо друзей. Страны Совета экономической взаимопомощи, Объединенная энергосистема «Мир». И если есть возможность, я бы просил вывести на экран ее остатки былой роскоши. На этой схеме нет демонтированных линий. На этой схеме все, что касается самой Украины, представлено только эпизодически, так скажем, поскольку речь именно о том, что было Советом экономической взаимопомощи в те славные времена, когда из Советского Союза осуществлялись перетоки взаимные с Социалистической Республикой Румыния, с Чехословацкой Советской, нет, с Чехословацкой Социалистической Республикой, с Венгерской Народной Республикой и с Польской Народной Республикой, я эти названия еще помню. То, что осталось, осталось. Может быть, вот эта схема немножечко позволит задуматься, почему так сложно вывести из строя вот все, что здесь начерчено. Понятно, что все это с многократными перезакладами на случай ядерной войны в буквальном смысле этого слова, не шутка. Здесь же в этом треугольнике находятся три атомных электростанции, я не стал их обозначать на схеме. Ровенская на севере, Южноукраинская и Хмельницкая, все они здесь представлены. От всех от них расходятся линии электропередач к подстанциям, указанным на схеме, идут теперь уже в европейские страны. Вот давайте наблюдать. В том случае, если прекращаются поставки газа в Словакию, а очевидно, что это, если не произошло, то произойдет с минуты на минуту, Словакия, ну, тут можно опираться на слова Фица, а можно на здравый смысл. Если у вас мало газа, значит, вы не можете загрузить электростанции так, чтобы кому-то раздавать электроэнергию, важно обеспечить самих себя. Слова Польши о том, что представители Польши о том, что они могут заместить Словакию, с действительностью не сходятся. Вот эта линия, которая здесь начерчена, это линия электропередач с классом напряжения 220 киловольт. Такие объемы, которые дает Словакия, заместить Польша не сможет при всем желании. Так что будем считать, что братья-славяне ушли в Новый год раньше, чем мы с вами. Поэтому могут говорить любые слова, пока еще язык работает. Но стоит помнить о том, что может быть и ответное действие со стороны Украины или того, что там от нее осталось. Напомню, что в Словакию уходит южная ветка магистрального нефтепровода «Дружба», который идет по маршруту Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия. Правда, это будет означать удар уже не только по интересам Словакии, но еще и по интересам Чехии и Венгрии. И какими будут ответные действия, сказать сложно, но если посмотреть на схему, то видно, что основной объем, статистика показывает, до 42% на территорию Украины приходит из Венгрии. Обусловлено это тем, что из Венгрии идет линия электропередач 750 киловольт, то есть самая большая по мощности, и еще две линии по 220 киловольт. То есть в том случае, если Украина идет на какие-то действия против магистрального нефтепровода «Дружба», то с электроэнергией становится достаточно грустно. Вот так все это выглядит. Как из этого замысловатого многоугольника, треугольника будет выходить Европа и подопечные ей люди в Киеве, мне сказать сейчас сложно, но попкорном, наверное, можно запасаться на все новогодние каникулы. Как, что они будут делать? И еще один момент, который связан с нежеланием киевских властей продлевать действие транзита, не договора, а именно транзита, о договоре уже речь не идет. Как, собственно, Верховный главнокомандующий на пресс-конференции сказал, договор подписать уже невозможно при всем желании. Остаются обходные маневры, но в любом случае на то, чтобы выполнить обходные маневры, имеется в виду
точках передачи прав собственности на российский газ на текущей границе России и Украины, с тем, чтобы на территории Украины он поступал уже в качестве европейского. Это один маневр, и выставление, соответственно, на регулярные аукционы транзитных мощностей газотранспортной системы. Второй вариант – это появление на границе уже не российского, а азербайджанского газа. Опять муссируются слухи о том, что идут переговоры между двумя государственными компаниями, азербайджанской SOCAR, State Oil Company, Азербайджан Republic, и словацкой SPP. Может быть, до чего-то договорятся, но в любом случае для того, чтобы переделать все договоры, время уйдет немало. Россию, «Газпром» и СПП связывают долгосрочные контакты. Если говорить о том, на чем Словакия зарабатывала вполне приличные деньги, о чем почему-то сейчас, видимо, стесняясь, забывают говорить, это транзит. Газ, идущий в Венгрию, газ, идущий в Австрию, шел через Словакию. Это вполне приличные деньги, порядка 300 миллионов, если не больше. Я сейчас не могу с лету сказать, какие там суммы были, шли в Словакию. Эти договора придется переделать, потому что в договорах точкой передачи является газовый хаб Baumgarten, он же Central European Gas Hub, тоже вызовет сложности. Австрийская ОМВ договор подписывать отказалась, поэтому в последние дни года заявки со стороны СПП 15 миллиардов кубометров, хотя самой Венгрии из расчета на сутки, разумеется. Хотя сама Венгрия потребляет порядка 4-5 миллиардов кубометров. Все остальное уходило за территорию, соответственно, за это осуществлялись платежи. ОМФАО, как вы помните, невероятно европейский стиль поведения, подать на «Газпром» в суд, выиграть суд, остаться без газа, получать тот же газ, но через перепродавцов в лице словацкой СПП. Ну, это такие европейские традиции, здесь ничего не сделаешь. Но чуть южнее, если еще раз покажут схему, полюбуйтесь, трансбалканский газовый коридор, через который российский газ шел через Молдавию в Румынию и далее по всем балканским странам. Он не работает практически с того времени, как был введен в эксплуатацию турецкий поток, но, тем не менее, поставки осуществлялись. Из Румынии в Венгрию, из Румынии на территорию Украины проходят две линии электропередач. Одна напрямую, вторая через территорию Молдавии, если конкретно через Молдавскую ГРЭС. Молдавская ГРЭС, в свою очередь, так называемый вот этот молдавский транзит, запитывала Одесскую область. Так сложилось в советские времена, когда энергосистемы Одесской области и Молдавской Советской Социалистической Республики были, собственно говоря, едины. Голубенькие линии – это 110 киловольт, ну, это, собственно говоря, перетоки, которые шли где-то в сельских районах, как угодно еще, как было удобно, так и делали. В том случае, если Молдавская ГРЭС перестает получать газ, Приднестровье к этому готово. 11 декабря был организован штаб в связи с введением чрезвычайной ситуации в экономике. Сейчас распоряжение этого штаба известно. Газ поступает в дома жителей Приднестровья до 7 часов утра 1 января, то есть есть возможность Новый год хотя бы отметить. Дальше Молдавская ГРЭС переходит на уголь. На уголь в том объеме, в каком успела закупить, и сколько угольных котлов из состояния консервации в рабочее состояние успеют перевести. Запрещен экспорт угля, торфа, любых видов древесины. В населенных пунктах готовятся к работе пункты отопления, ну и так далее. С 1 января в дома жителей Приднестровья перестанет поступать горячая вода в любом виде. И для отопления, и для горячего водоснабжения. То есть очень тяжелые условия, но эти тяжелые условия, как ни странно, будут транслироваться и на территорию Украины, то есть на территорию Одесской области, потому что вот этот молдавский транзит будет прекращен. Кроме того, по просьбе молдавского правительства Румыния пошла навстречу, подписано соглашение о том, что будут осуществляться поставки электроэнергии в том объеме, в котором позволит, во-первых, объем выработки, и, во-вторых, линии электропередач между Румынией и Молдавией. Соответственно,
Если Румыния начинает обеспечивать или пытаться обеспечивать, там тоже объем перетоков невысок, не готовы были к этому страны, хотя время на то, чтобы подготовиться, было. Румынский транзит, прямые поставки из Румынии на Украину, вероятнее всего, либо прекратятся полностью, либо будут значительно урезаны в объемах. Особенно с учетом того, что румынский экспорт зависит от генерации электроэнергии ветровыми электростанциями. Кроме того, у Румынии у самой могут начаться проблемы с газом. Была просьба со стороны Кишинева о льготных поставках газа. В льготных поставках отказали, поскольку просто напрямую в Конституцию Румынии введено положение о том, что льготные поставки невозможны. Румыния газ получала через Болгарию из турецкого потока. Задействован был вот тот самый трансбалканский, но в обратном направлении. Но есть соглашение между Россией и венгерской компанией МОЛ, в том случае, если украинский транзит будет прекращен, все необходимые объемы Венгрия будет получать по турецкому потоку. Соответственно, те мощности турецкого потока, которые сейчас задействованы для поставок газа в Румынию и далее в Молдавию, будут просто заняты. Договор есть договор, он долгосрочный, на 10 лет. Венгрия – это 8 миллиардов кубометров газа в год, 4 из них она получала через Украину, соответственно, вот эти 4 будут идти через турецкий поток, и этот объем уйдет в качестве резерва для Румынии. У Румынии есть собственная добыча, но ее собственной добычи на день сегодняшний хватает, чтобы обеспечивать саму себя. В результате действий людей с улицы Банковой в затруднительном положении оказывается одновременно Словакия, Австрия, Румыния, Молдавия, Приднестровье и сама Украина, поскольку могут быть обрезаны поставки электроэнергии. Кроме того, в том случае, если будет прекращена по тем или иным причинам работа магистрального нефтепровода «Дружба», газовый нефтеперерабатывающий завод на территории Словакии перестает работать, и перестают работать 2 нефтеперерабатывающих завода на территории Венгрии. Если вы помните, то с декабря 2022 года эмбарго на поставки российской нефти с исключением трубопроводных поставок. В ответ на то, что Венгрия и, соответственно, Словакия и Чехия разрешили обходиться без этого эмбарго, для них ограничения запрещены поставки нефтепродуктов на территорию стран Евросоюза. Это практически прямым текстом написано, что поставлять вы можете только на Украину. При этом безо всякой политики. Если нефтеперерабатывающий завод производит бензин, то он производит дизельное топливо. Объем дизельного топлива больше производимого бензина, соответственно, излишки дизельного топлива, ну, собственно говоря, ни Венгрии, ни Словакии девать некуда, кроме как поставлять на Украину. Соответственно, если Фица идет на демарш с прекращением поставок электроэнергии, а Украина идет на демарш с поставками нефти в Словакию и Венгрию, определенный объем поставок дизельного топлива, необходимого киевскому режиму, с ее рынка тоже исчезает. По-моему, я дал самое полное описание жизни тараканов в банке, скорпионов в бочке и поведения ежа и гадюки. Несмотря на визит Фица, несмотря на то, что президент России поздравил с Новым годом и премьер-министра, и народ Словакии, гуманистические или, как я не знаю, там, политические отношения никак не влияют на поведение труб, никак не влияют на поведение линий электропередач. Одно дело дружеские отношения, другое дело невозможность осуществлять поставки. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали без монетизации на всех площадках. Запасайтесь попкорном, наблюдайте за этим странным треугольником: газ, электроэнергия, нефть, нефтепродукты. За этим количеством стран, которые мы сегодня перечислили, будет не скучно.
зимние каникулы можно провести с удовольствием. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.